Если вы совершенно случайно наткнулись на это видео, то посмотрите его обязательно до конца. Вот эти, не знаю, сколько тут будет, 15-20 минут, они помогут вам понять вообще, что такое белградское дерби, что это гораздо больше, чем футбол, и что, ну, как минимум разочек на него надо сходить, и тем более, что в среду очередной матч. Крайне вам советую, это незабываемые эмоции, которые просто останутся с вами на всю жизнь. А пока давайте посмотрим, как было в эту субботу, чем закончилось очередное дерби Белграда. Друзья, всем привет! Очередное дерби, 173-е. Хочу отметить, кстати, что сербы отдельно считают дерби в чемпионате и дерби в кубке. Но сейчас не об этом. Я иду на матч Crvena Zvezda Partizan. Уже это мое личное 4-е дерби. Честно, кажется, что уже все видел на этих дерби, и меня сложно удивить. Но вот, знаете, сегодня в городе впервые была драка. Я, естественно, в этом не участвовал, но в новостях разлетелось, поэтому жду еще большей меры безопасности. Как это скажется на матче, не знаю. Я, честно, не верю, что у Партизана есть какие-то шансы сегодня победить, а в случае их даже не победы, в принципе, в чемпионской гонке более-менее будет все понятно. Что еще важно, что хотел бы сказать, до этого я как-то пытался так показать атмосферу дерби. И если вы хотите именно попытаться ощутить ее самостоятельно, то посмотрите предыдущие выпуски с прошлых матчей. А в этот раз мне хотелось бы выступить, что ли, вашим гайдом и немного передать свои ощущения, какие-то свои заметки. То есть помочь, как бы провести вас через этот день, через этот матч. Сейчас мы пешочком прогуляемся, посмотрим, как здесь обстановка. Обычную трибуну, на центральный сектор, и буду как бы находиться между двух огней и со стороны за всем наблюдать, но поближе к Партизану, конечно. Смотрите, вот скромный полицейский стоит. Я бы не сказал, что это прям с матчем связано, они и так могут стоять. Кстати, вот обратите внимание, сейчас это будет хорошо видно, есть такая проблема, парковки нет большой возле стадиона, и поэтому люди паркуются кто где может, и в том числе, видите, на тротуарах. Айды говорят, и видите, что здесь все занято машинами. Вот туда. И мне кажется, что это, ну, если не на километр, то на сотни метров. Это огромная парковка. То есть, видите, вот здесь уже на транспортных средствах проехать не получится. Кстати, Райко Митич не только стадион называется, но и улица здесь тоже так называется, она к нему примыкает. Подхожу я к стадиону уже, улица Райко Митича позади. Боюсь, не будет так много людей, как было в марте, но ничего. Надеюсь, что матч нас ждет офигенно. Ну, слышите, сегодня игра начинается в 6, еще достаточно светло. Охраняет наш покой. Что сказать, друзья, чувствуется, что ажиотаж есть, но он не сопоставим с тем, что было у нас в марте здесь, на этом стадионе. Люди есть, очереди есть, но как будто бы все раза в 2 меньше. Есть и полиция, но нет ощущения, что это прям матч, не знаю, матч года, главный матч сезона. Так, небольшая экскурсия для тех, кто смотрит впервые. Вот здесь фанаты Партизана будут. На прошлом дерби была забита полностью вот вся вот эта трибуна. И еще, видите, вот эта часть, которая отделена стюардами, она тоже была полностью заполнена фанатами Партизана. Сейчас будет иначе. Вы видите, что даже трибуна Crvena Zvezda не заполнена полностью. И для меня это определенный шок. Тогда просто камню негде было упасть. Ну, вот я немного показал стадион, как он сейчас выглядит, еще люди подходят, но уже понятно, что действительно будет заполняемость гораздо меньше, поэтому давайте немного погуляем, посмотрим, например, чем кормят здесь людей.
Итак, что, по составу, друзья, но самое главное, Салдани нет в старте, Йовановича нет в старте, пипец, как тяжело будет, но эти парни есть, и слава богу. Такого мы не видели, друзья. Пока здесь идут взрывы, команды выходят на поле. Заруба началась. Такая вот война началась между... Все-таки дерби это праздник. Это бессмысленно отрицать. Тем временем посмотрите, что происходит на поле, пока дым рассеивается, такая активная разминка. Но это традиция уже, как я понял, каждое дерби начинается с таких пиров. Но не всегда рэп останавливает матч или даже не начинает его. Пока его еще даже не начали, вот остальные мячи полетели и сейчас начнем. Что ж, друзья, мы начинаем очередное 173-е дерби Белграда. Это Партизан, погнали! Поехали, друзья, поехали, поехали! Любопытно, что Партизан сразу идет в атаку. Ой-ой-ой! Что мы любим? Шум с двух сторон. Отрезал. Начали пожары. Я первый, нет, я сказал. 5 настоящих спокойно и началось. Проходить по своей штрафной, это кошмар, один человек. 5-6 его не могли накрыть, и вратарь ничего не мог делать. Посмотрите, четверо, и тут четверо, валяются все. Просто пронесло сейчас Партизан. Не знаю, про кого это, но есть слово трамвай, это вот все, что я понял. Есть фанаты Партизана здесь. Реально, как будто лучше без дуля, а? 11-я минута. Баждар забил, а? Вот какой молодец, какой красавец. Столько в прошлых матчах и сейчас тоже собрался, настроился. Ждал я хоть какого-то повтора на табло, ничего нет. В принципе, сам голевой эпизод я видел, хотел еще вам показать. Повторы можете обзор матча посмотреть, он будет в описании обязательно. Если вы хотите так сказать, все основные моменты крупником посмотреть. Да, друзья, это пенальти, очень обидно. Ну, по крайней мере, без удаления. Ладно, ничего, 1-0. 1-1, даже если будет, ничего. Ну вот, дерби загорается, то, чего нам не хватало. Крупничком посмотрим, крупничком. Девочка крестится. Даже вот такие реакции даже есть. Прикольно. Все, конечно, снимает, видите. Ай-яй-яй. Рядом. 1-1. Я думаю, это далеко не последний гол сегодня. Здесь местные радуются. Дети в том числе. Ну ладно.
теперь у нас загорается уже тот сектор, как вы видите. Даже у нас тут какие-то фаеры есть. Кстати, ну оборона партизана не выдержит никакой критики, опять провал, не знаю, будет ли повтор, а сейчас он снова срезы повторяет. Ну что ж, молодцы, молодцы. Так, друзья, это Салдания. Неужто он появится во втором тайме? Так, друзья, вот это уже интересно. Салдания здесь вовсю разминается, Калулу. Ну что значит, скоро мы увидим Салдания, наконец-таки, спустя месяц практически. Здесь прямо сзади меня скамейка запасных футбольных клуб «Партизан». Сейчас, видите, рядом Матеуш Салдания разминается. Но Альберт Нать, он, конечно, эмоционально управляет процессором, но с Игорем Дулями его не сравнить. И вообще я заметил, что очень много людей с скамейки «Партизана» встают, постоянно что-то подсказывает. Не знаю, то ли это переводчики, то ли другие помощники. Ну и пока вот эта умеренная эмоциональность, она как будто бы «Партизану» помогает. Команда очень вдумчиво, спокойно играет. Ошибки есть в обороне, как и прежде, но тем не менее счет пока 1-1. Вот этот парень должен выйти и положить решающий мяч. Вот моя ставка. Вот эти вот офсайды отложены, если честно, меня уже напрягают. Это опасно может быть очень опасно. Что ж вы не встречаете, да? Да, унизили Кореенков. Как так? Давайте Фанатьева послушаем, а? Хорошо, как, а? Что, может, партизан на... Рад, ну как так, как так? Браво, 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 браво! Вот смотрите на тренера вратарей, а? Как он рад за него. Своего воспитанника. Браво, браво, спасибо командам, ждем второго тайма. Друзья, хороший тайм, добротный в целом, игра равная, партизан, пожалуй, первую часть тайма забрал за собой, могли даже еще забить, потом в итоге счет открыли, но так как зевок допустили, 1-1, абсолютно равная игра. Вот так партизан встречает, конечно же, свистом, как обычно. У нас традиционная рубрика «Ежик в тумане». Да, друзья, 53-я минута, но в этот раз во втором тайме я не успел дождаться окончания дымовой завесы, поэтому из этих 7 минут это 2-3, поэтому добавят 7-8 минут. Вся борьба еще впереди, и верим, что партизан забьет как минимум раз, а может и два. Блин, ну куда вы, друзья? Даст атаку закончить, а? Это можно вечно снимать. Ну вот Звезде не повезло, что за воротами фанаты партизана, а? Вот. Да, красота, ребята, красота. Друзья, видите, Салдания уже на финальной стадии разминки. Дай бог ему здоровья, чтобы все нормально с ним было. Сражается. Что, друзья, партизан забил, и у меня ощущение, что Звезда недооценивает соперника до конца. Как будто бы 7 очков, проиграли чекаличкам. Ну что вы нам сделаете, черт возьми, а вот вам по 1. Так, у нас тут опять пирошоу. Рамштайн еще не в городе, а пиротехника пошла. Красота. Все-таки вечером это все симпатичнее выглядит. Как красиво. Давайте, братцы, Северина, дайте Северина, где Салдания, вот, как стартанул тоже хорошенечко, а?
говорит вратарь, а? Какой молодец. Браво, браво! Еще один сейв. Продавили там, не знаю, 3-4 удара было, били, и обидно, конечно. Бардак в обороне, как обычно, и центральные защитники отдыхают. И неужели ВАР смотрит, да? Какая-то пауза есть. Уже много у нас было в этом матче. Смотрите, руки вверх. Забирай меня скорей. Чтобы гол Цервена отменили сейчас здесь, на стадионе Райка Митича. Но судья не зассал, как говорится. Молодец. Так. Северина, Калулу, ну. А это было хорошо, Кто-то пыхтит, кто-то с флажками. Друзья, кстати, у нас 3 сектора партизан. Смотрите, вот этот раз. 2. И вот 3. 3 сектора. Что творит вратарь сейчас? Я не знаю, вроде бы ничего не было. Я надеюсь, что повтор тащит раз за разом. Я не знаю, 5-6 сейвов, уж точно. Пока вот эти 2-1 в пользу партизан, это его заслуга, конечно. В этот раз не отменят. Очень жаль. Заметьте. Ликование на трибуне. Что делать? В обороне бардак. Это факт. Опять отмечание. Происходит, я не понимаю. Смотрите, что происходит. Я думаю, намекает на пол. Галя, у нас отмена второй раз. Вот это да. Сколько добавили? 15 минут. Ни хера себе. Итак, 15 минут нас ждут впереди. 15 минут футбола. Разборки продолжаются. Но 2-2 счет уже не изменится. Так, ну вроде бы все-таки решили, что надо играть, надо продолжать. Погнали. Опять пенальти. Не знаю, насколько это справедливо. Издалека мало что видно, но отличный шанс у Звезды выйти вперед. Друзья, ну что же, неужели Звезда все-таки третий забьет, а? Вот так ведь все хорошо начиналось, а? Другой пенальтист у команды сейчас. Друзья, ну если верить по скору, 102 минута сейчас идет, 15 себя добавил, но я думаю, что сыграет еще больше. Есть шанс у партизана, смотрим. Головой? Хорошо. Давайте концовочку мощную смотрим. Смотрите, болбой мяч не дают. Зараза, пришлось бежать за мячом. 107 минут, ребят. Это надо зафиксировать. Игра еще идет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Как же так, браты? 107 минут, ребята. 107 минут. В рот мне ноги, а?
Офигеть, вратарь желтую получил. Ну сейчас, наверное, свисток. Нет. Друзья, 108 минут уже играют. 108. Опять разборки. Мальчики мячи не подают. Обратите внимание. Тренер вынужден бежать. Головой. Да, такого я не видел давненько. Мальчики просто стоят, да, просто стоят. Это уже было красиво. Знаете, есть в сербском языке такое понятие полако. Вот у меня ощущение, что Звезда, она в режиме полако вышла. То есть она не напрягалась, никуда не торопилась, была уверена, что все у них получится. И поэтому не пропустили, поэтому не проиграли 0-1, поэтому проиграли 1-2. Но в итоге свои моменты реализовали, свои голы забили. Очень жаль партизан, очень они хотели победить, но, знаете, как только они выходили вперед, садились назад, и в итоге там уже дальше шансов не было. Да, ну знаете, Игорь Дуля не обманул, команда действительно отдала все силы. Но кубок, ребята, кубок! Кубок-то можно взять. Один матч, Дуляй будет, Салданя будет. Я надеюсь, что и вратарь будет, хотя этот парень сегодня был в полном порядке. Друзья, ну вот таким был этот матч. Уже 4-е мое дерби. Я каждый раз поражаюсь, как последующее дерби. Каждое последующее дерби может быть еще увлекательнее, чем предыдущее. По сюжету, по накалу, по тому вообще, что на поле происходит. Просто невероятно. Сегодня было практически 20 добавленных минут, почти 6 голов, 1 гол отменили. Партизан еще больше мог забить, 2 пенальти, куча моментов, перформансы, вообще все. Мне кажется, то, что происходит в Белграде, как минимум,